Да, мы поменяем. Пожалуй, да. Всем привет! Сегодня не совсем стандартное интервью. Представляю вам моего друга, нового друга Ревшан. Всем привет. Тема сегодняшней беседы, скорее всего, в друзьях. Да? Сегодня мы говорили о друзьях, о том, как приобретаете друзей, независимо от того, в каких условиях, в какой стране ты находишься, даже если ты никого не знаешь, как располагать людей к себе. Человек, который объездил 14 стран за 3 месяца, если я не ошибаюсь. 12 стран объездил за около месяца, а остальную последнюю страну, 13-ю, да, точнее 14-ю. Это была Норвегия, я пожил там 1,5 месяца. Хотел поблагодарить Ирину за то, что она позволяет людям делиться какой-то ценностью с вами и сама делится, и это прекрасно. Я начинающий писатель, возможно, скажу, путешественник, люблю очень путешествовать в любую возможность, когда появляется время, меня не бывает в городе. И вот я в городе, и здорово, что познакомился с Ириной. И сегодняшняя тема довольно замечательная, потому что мне кажется, что качество нашей жизни определяется тем, кто нас окружает. И чаще всего, когда я путешествую, возвращаюсь и оборачиваюсь, смотрю на все, что произошло, я понимаю, что ценность тем местам, в котором я был, большей частью приносили люди, которых я встречал. Есть такие опасения, что когда ты попадаешь в другую страну, ты не сможешь найти, с кем тебе общаться, особенно если ты не очень хорошо знаешь язык или культуру той страны. Вот как ты с этим справлялся? Заранее скажу, что уровень моего английского достаточен, но приведу пример, где я попал в ситуацию, когда мой английский, русский и так далее языки не помогли мне. Это было в Греции, в каком-то селе, я не знаю, я не помню название. То есть все доходило до того, что мы общались с людьми на языке жестов. И я для себя понял, что люди — это люди во всех местах, во всех странах и в любой точке мира. То есть мы по своей сути очень любим помогать. Мы очень добрые, даже если человек кажется злым, скорее всего, просто не хватает тепла, добра или чего-то другого. И вот эти люди, несмотря на то, что мы друг друга не понимали в плане языка, но и есть такое словосочетание, выражение, что улыбка — это что-то универсальное, да, вот ты улыбаешься, и неважно, ты там на китайском говоришь, на русском, мы друг друга понимаем. И эти люди помогли мне, они меня подвезли туда, куда мне нужно было, я показал на карте. То есть самое главное — быть открытым. Всегда можно, если даже есть языковой барьер, если человек действительно хочет быть в социуме, он просто даже открывает переводчик, вот, ребята, всем привет, вот так вот на китайском, так вот на английском, и потихонечку учится. То есть самое главное — это не бояться сломать себе барьер. Люди всегда хотят помочь, люди рады помочь. И на самом деле, вот вспомни, когда ты в последний раз помогал кому-то, да, вот даже ты, Ирина, как ты себя чувствовала? Да, я думаю, когда ты кому-то помогаешь, это чаще нужно тебе самому, потому что это заставляет тебя чувствовать собственную ценность, что ты что-то день прожил не зря. Да? Главное, чтобы это не было причинять добро, чтобы это было действительно в пользу тому человеку, которому ты пытаешься помочь. Да, искренне, безвозмездно, но все же тебе что же, знаешь, это хорошее впечатление дается. То есть. Скажи, какая у тебя была самая сложная ситуация за границей, где тебе нужно было как-то взаимодействовать с людьми, чтобы из нее выйти? Приезжаем в город, в Женеву, 2 часа ночи. В самый центр. Вроде, казалось бы, это безопасный город, все замечательно, Швейцария просто идеал. А мы приезжаем, в центре нас высаживают, и, в общем, начинается наше самое крутое путешествие. На улице девушки легкого поведения просто ходят, там какие-то наркобароны, просто это нереально не заметить, и начинается перестрелка. Мы такие, Влад, Рев, что происходит? Серьезно? Да, серьезно, начинается перестрелка, полиции нет, и не было минут 20, и тут навстречу нам идет женщина, мы с ним... она нам говорит, ребята, не идите туда. Она прям кричит, не идите туда, там опасно, там перестрелка. Мы такие, хорошо. В общем, с ней какой-то мужчина
Она такая, ну это мужчина, я его попросил, чтобы он со мной побыл. Мне было страшно, вот, чтобы он меня защитил. В общем, мы потом... Она сказала мужчине спасибо, можешь идти. Ей самой нужно было улетать, а вокзал закрыли на ночь. Она оставила свои вещи в вокзале, поэтому она была в этой территории. Женщина была с Америки, она тоже путешественница. Чем больше путешествуешь, тем больше ты открыт к новым знакомствам. То есть самое сложное — это в начале. Нужно уметь общаться с людьми и просто уметь спрашивать, и не бояться спрашивать. В общем, мы понимаем, что как бы центр — это обычно считается самым безопасным местом, да? И тут я вижу отель и думаю, мы можем попросить побыть в ресепшене. Как бы в отеле лучше, чем быть на улице. Интересно было то, что женщина такая заходит, давайте я попрошу парня. Я же женщина, он же мне не откажет. Пожалуйста. Ему он отказал. А я попросил, мне нет. Просто я объяснил ситуацию, и когда человек объясняет ситуацию, вот что там перестрелка, не просто, можно я тут посижу, а человечески объяснить, и очень многие готовы тебе помочь. Вплоть до того, что после этого нас угостили кофе, чаем, и этот парень дал же нам просто номер в отеле, чтобы мы отдохнули, приняли душ, если хотим, и поспали. Кстати, ты сейчас сказал очень важный лайфхак. Один из самых главных вещей, когда ты общаешься с людьми, это максимальная искренность и простота. Намного чаще, чем ты будешь включать какие-то психотехники, там, спецслужбы там, применять и так далее. Просто объяснить ситуацию, как она есть. Как бы, это часто намного эффективнее. Да. Чаще срабатывает искренность и, правда. Да, согласен. Знаешь, не зря говорят, будь проще, и люди к тебе потянутся. Так и есть. Просто люди чувствуют, когда ты пытаешься ими управлять, пытаешься как-то манипулировать ими. Это очень чувствуется. И чувствуется, когда ты искренне. Это да. Кстати, по поводу, как находить друзей, можно привести в пример нашего знакомства, потому что на самом деле мы общаемся впервые. Первая встреча вместе. И при этом я спросила Ришана заранее, готовит ли мне вопросы, присылать мне, потому что многие люди просят. Он сказал, нет, давай пусть будет максимально все искренне. И я, кстати, вопросы даже не готовила, не то, что не присылала. Хотя нет, на самом деле я готовилась к интервью, я смотрела все твои видео. Вау, спасибо, это приятно. И когда я посмотрела все видео, я частично уже получила ответ на свой вопрос о том, как приобретать друзей, потому что то, что я увидела, это было, опять-таки, максимально искренне и настолько вдохновляюще. Вроде бы простые вещи, но при этом там была какая-то сила духа человека, там была какая-то целеустремленность, открытость к миру. И это было настолько заразительно, что оба мои младших детеныши сидели, смотрели все это вместе со мной. Дочка говорила, мама, когда мы пойдем в горы? Давай сегодня. В общем, и да, это один из ключей. Вот какие, может быть, ты выделил бы 3? Хорошо, давай 3 выделим, топ-3 момента, как находить друзей, независимо от места, где ты есть. Первое, я бы выделил не стоит ждать, что люди придут к тебе, нужно проявлять инициативу. То есть, как я встретился со своими друзьями в Норвегии, к примеру. Я очень люблю встречать рассветы, и первый день, когда я прилетел в Берген, в 6 утра я поехал в город, якобы встретить рассвет с горы. Я думал, взберусь на гору и встречу этот самый красивый рассвет в моей жизни. Но не вышло, я немножко заблудился, хотя у меня была карта, в общем, не та дорога была. И я понял, что недалеко есть парк, я с него встречу рассвет. Конечно, я знал, что я еду в самый дождливый город Европы, я взял с собой зонтик. И я простоял 3 часа под очень сильным ливнем. Все это время был мрак, кромешный мрак. Я думал, 6 утра, наверное, ближе к 7 там будет светать. Я не посмотрел в интернете время, когда в Норвегии рассвет. Ничего. Как бы уже, знаешь, простоял 1,5 часа под дождем, не хотелось уходить домой или куда-то еще, потому что понимаю, что ты уже простоял это время, хочется увидеть рассвет. И только из-за того, что я его дождался, я потом смог встретить своего друга, будущего.
я спустился к гавани, где были лодки, я решил сфотографироваться. Но я понял, что как бы надоело селфи, хочется, чтобы это было на расстоянии. С собой у меня никаких не было этих триподов. Так что я видел человека, подошел. О, привет, я сказал. Привет. Я говорю, можешь, пожалуйста, меня сфотографировать? Как? Ну, вот так. И все, и мы потом пообщались. Самый интересный был момент, когда мы вместе прошли до автобусной остановки. И он спросил, какие у тебя планы? Я говорю, посмотреть город, потом найти место для жилья и так далее. Потому что я максимально спонтанно летел. И он говорит, смотри, вот этот автобус, он едет в центр, можешь на нем поехать. Либо я на следующем поеду. Если хочешь, можешь со мной немножко пройтись, я тебе покажу город немножко. Я такой, что интересно? Да, я с тобой. В итоге этот человек пригласил меня в гости к себе, я заночевал его не дома, мы стали отличными друзьями. И последний раз, когда я ехал на Риге, 3 недели я жил у него дома. Не бойтесь доверить смартфон незнакомцу. Это не всегда плохо, иногда хорошо. Да. Второе. Очень круто быть в окружении единомышленников. К примеру, если ты любишь путешествия, можно найти соцсети, к примеру, Couchsurfing. Это соцсеть, где ты принимаешь гостей у себя дома, либо сам остаешься у кого-то, либо просто встречаешься с людьми в городе. Даже вот у нас в городе в Харькове есть сегодня, кстати, встреча путешественников. Там говорят на английском, то есть тоже можно использовать свои языковые навыки. И вот быть в таких соцсетях, где ты можешь найти единомышленников. Почему это здорово? Потому что изначально ты находишь людей, кто на одной волне с тобой. То есть это круто. Если ты там фотограф, ты идешь на сходки каких-то фотографов, вступаешь в эти группы и так далее. Либо ты просто находишь человека, который тебе нравится. Я не знаю, если ты парень либо девушка, не всегда это обязательно противоположный пол. Просто тебе понравился человек, и ты такой, я хотел бы с ним познакомиться. Может, чему-то научить ему, чему-то научиться у него. И ты просто ему пишешь, привет, там, у тебя вот классно, это так-то, так-то. Я хотел бы с тобой познакомиться, либо вот я могу тебе предложить это как какую-то ценность, и хотел бы тебя научиться этому, что скажешь. Вот. Быть в окружении единомышленников, вступать в группы, и всегда предлагать ценность. И человек, который делится, он очень притягателен. И, как ни странно, когда ты отдаешь очень много-много, люди хотят быть ближе к тебе. То есть, приведу пример. Вин-вин, не Да, только вин-вин. ты берешь, ты выиграешь, что и ты другой даешь. человек Да. выиграет. Это что-то наподобие, всегда вспоминаем про Google. О, эти звуки. Да, надо сделать паузу, наверное. Так вот, про Google. Каждый раз мы возвращаемся к Google только потому, что он дает нам лучшие результаты. То же самое с людьми. Когда ты делишься самым лучшим, люди возвращаются к тебе, потому что ты являешься источником вот этой ценности. Вот, то есть первое это, что там у нас было? Быть... Открытым или что? Я забыла. Проявлять инициативу. Да. Быть открытым, искренним, проявлять инициативу. Второе это находить способы быть с единомышленниками. И третье выделил бы экспериментировать. В плане открываться к новому, искать что-то новое, новые места, новых людей, новые впечатления. То есть просто так, сидя дома, ты не познакомишься с многими людьми. По марочкам благодаря интернету познакомишься, но, конечно, это завуалировано сказано. То есть нужно выйти из своей зоны комфорта и открыться миру, быть открытым. Например, поехать на работу другой дорогой. Да. Или на учебу. Почему это актуально? Я общаюсь очень много со студентами из разных стран, которые учатся в Харькове. И я смотрю так, что очень у многих из них нет украинских друзей, или там 1-2 в лучшем случае. Они держатся локальными группами. Хотя я спрашивала у украинцев, как они вообще, готовы они принимать или нет. Разделилась на 2 лагеря. Одни очень даже да, другие резко нет. Есть еще середина, которая говорит, если они себя ведут здесь адекватно, спокойно, то как бы окей, пусть они будут. Вот. Но есть какой-то барьер. Большинство говорят, что это прежде всего язык. Потому что в Украине не так много людей говорит на английском свободно.
те, которые здесь учатся, они почему-то очень мало из них говорит по-русски хорошо, хотя их здесь этому учат. Но кто хочет, кстати, я хочу сказать, они выучивают русский, ну, на уровне просто поговорить там, бытовые какие-то вопросы решить, да, очень даже запросто. Это возможно, это реально. Вот. Но многие хотели бы дружить с украинцами, но не знают, как с такой стороны к этому делу подойти. Вот как ты думаешь, как можно этим людям из других стран? Несмотря на то, что мой уровень русского языка достаточно неплохой, я родился в Харькове, здесь выучился и так далее. Конечно, большинство как бы не могут это сказать, видя меня. И я понимаю, почему вот со стороны иностранных студентов, либо украинских студентов, украинцев и людей любой нации, почему вот такой барьер будет. Чаще всего это происходит из-за страха отказа. То есть мы боимся, что вот мы подойдем к человеку, вот даже в стандартной ситуации, ты хочешь подойти познакомиться с девушкой, большинство парней не подходят, они боятся, что девушка скажет нет. Но с другой стороны, и что? Скажет нет тебе, хорошо, пойдешь дальше. Зато ты будешь знать, что вот ты имел мужество подойти и как бы спросить то, что тебе интересно. То же самое в знакомствах. Мы не можем угодить всем, как бы мы этого не хотели. То есть я могу сейчас лепить снеговика здесь, будут люди проходить, такие, вау, классно, снеговик, там дети будут хлопать, а будут люди проходить, вот идиот, у них что, времени нету? Сколько ему лет? Да, вот. Чем он занимается? Вроде мужик уже, а сам. То есть, понимаете, и тут нужно вот, опять-таки, возвращаемся к той теме, быть открытым и просто экспериментировать. Вот языковой барьер, да, он имеет место быть, но если у человека достаточно сильное желание, он его пройдет. Да, это, возможно, потребует времени, ресурсов, но человек этот барьер пройдет, и в конечном итоге эта инициатива к чему-то хорошему приведет. Вот. Ну, еще я могу добавить, это много зависит от намерений человека, с какой целью ты хочешь с кем-то познакомиться. Если ты хочешь вин-вин, это одно, а если ты хочешь использовать человека для каких-то своих целей, то тогда не удивляйся, что не всегда все это хорошо заканчивается. Да, я понимаю. Сегодня день машин в парке. Вон, машина еще проехала. Замечательный парк здесь. Я согласен с тобой, Ира. Намерение играет очень большую роль. И опять-таки мы возвращаемся к тому, что когда человек искренен, вот, к примеру, ты встречаешь, да, человека, и просто искренне говоришь, слушай, вот мне нравится в тебе вот это вот. Я не говорю это для флирта, вот мне просто нравится вот это вот в тебе. Или ты там классно рисуешь, ты там классно поешь. Продолжай это занятие. И, как ни странно, очень часто вот такого рода беседы приводят к дружбе. Когда говорят, я не говорю это для флирта. Я сам. Это из серии, как ты говорил про честность. Да. Говорить, вот, знаете, рассказываешь что-то, а потом, честно говоря, и это словосочетание заставляет тебя задуматься. Так, а что, он раньше все нечестно говорил? Вот, об этом. Это, кстати, пример был из моей жизни. Я так, наверное, 5-10 познакомился, вот, даже в нашем городе. Ты была на одном из моих выступлений, и летом я решил вот перед каждым выступлением приглашать как минимум 15-20 человек. Абсолютно незнакомых. Я подхожу на улице, привет. Я вот выступаю, такая-то тема, не хотел бы ты. То есть девушка, парень, неважно. Прийти. Вот, возможно, ты узнаешь об этом, и часто девушки вот так реагировали. Я не знакомлюсь. Вот просто даже не начал говорить, я не знакомлюсь. Потрясающая фраза. Я не знакомиться пришел. Как бы. Просто вот к чему я это говорил, изначально у большинства людей есть барьер, то есть нет и все. Стереотип. Да, стереотип, потому что очень часто мы судим человека по первому впечатлению, по его одежке и по, конечно же, внешности. Это не всегда верно, потому что все-таки это оболочка, да, а то, чем наполнен сосуд, это намного важнее самого сосуда.
Потому что как бы вот это вот мы не выбираем. Мы не выбираем, где мы рождаемся, мы не выбираем кем. Мы выбираем кем в плане мужчина, женщина и так далее. Но мы выбираем, кем мы становимся. И как мы реагируем на то, кто нас окружает, как с нами люди себя ведут и так далее. Кто-то из актеров известных сказал такую потрясающую, на мой взгляд, фразу: мы не можем выбрать длину линии жизни, но мы можем влиять на ее ширину. Качество, да? Да, насколько ты здесь был значим, весом, твой вклад в что-то хорошее в этом мире. Ребят, ну по всего того, что мы услышали, можно брать абсолютно мастер-классы у Ревшана по коммуникациям, потому что настолько общительного, открытого человека, ну, не каждый день можно увидеть. Да, мы же начали о том, как мы познакомились через Инстаграм, кажется, через общих знакомых из йога-студии. И я даже не знаю, каким-то образом ты появился у меня в Инстаграме. Я не знаю, как, честно. Как, с чего все началось. Я посмотрела несколько сторис, потом я увидела приглашение на твой вечер, да, о путешествиях. И так договорились, чтобы сделать то, что вы сейчас видите. Вот. И при этом всем я не видела никакой игры. Я видела абсолютно искреннее общение, как на этом выступлении. Ответы на любые вопросы абсолютно простые, такие, какие они есть. И это настолько подкупает. Ну, я думаю, вы видите все сами. Не знаю, что добавить. Я бы добавил один нюанс. Этого интервью никогда не было, если Ирина не проявила инициативу. То есть опять мы возвращаемся к тому первому пункту — проявить инициативу. После выступления я был очень рад, что Ирина подошла, мы с ней пообщались, и потом вот Ирина предложила: слушай, а не хочешь сделать интервью? Я такой: конечно, буду рад. И я хотел бы поблагодарить Ирину за это. Спасибо. Пожалуйста. Что еще? Все ссылки на соцсети Ревшана видите внизу под видео. Соцсети, Инстаграм, Ютуб. Да. И что? Вопросы? Пишите вопросы, будем рады ответить. Вот. И всем хорошего дня, Спасибо вечера. за внимание. У кого что. Да. Пока, ребят.